Хочу найти себе жену-филиппинку. У меня новая мечта. Я хочу на Филиппины, буду искать там жену. Давай все. Существует миф о том, что филиппинки лучшие жены. Это, конечно же, не может быть 100% правдой, и в любой другой стране есть замечательные женщины. Но сегодня я расскажу о филиппинках и как нас воспитывают. И уж вы скажите в комментариях, если это хорошо для жены или плохо. Поехали! Всем привет, меня зовут Мэри Жейн, я родом из Филиппин. Возможно, вы никогда не слышали об этом мифе про филиппинских жен. Значит, скорее всего, вы вообще мало что слышали о Филиппинах. Потому что 3 самых известных в мире вещи об этой стране – это Мэнни Пакьяо, единственный боксер, становившийся чемпионом мира в 8 весовых категориях. Тот факт, что филиппинки самые распространенные няни и домработницы в мире. Ну и третий – это я. Шучу. Третий – это как раз тот самый миф о том, что филиппинки лучшие жены. Например, в США даже есть такой тренд – развестись со сварливой женой-американкой и поехать на Филиппины в поисках счастья. Итак, чем же мы так привлекаем мужчин? Кроме того, что большинство филиппинок стройные и у них никогда не болит голова, они еще и очень скромные и, главное, покорные. Но наша покорность основывается не на авторитете или страхе, а на любви и уважении. Это выражается в том, что мы полностью полагаемся на своих мужчин. Принимаем их такими, какие они есть, верим в них и по возможности во всем помогаем. Еще это выражается в том, что мы уважаем их увлечения, будь то игры, рыбалка или какой-нибудь еще хобби. Но только если это не наносит существенный ущерб отношениям. Именно существенный, потому что филиппинки довольно гибкие и терпеливые. И даже если мы ругаемся на своего мужчину, стараемся соблюдать рамки приличия. Не кричим и не унижаем, а говорим вежливо и уважительно. Возможно, это связано с тем, что из-за религиозных убеждений на Филиппинах невозможно развестись. То есть там буквально нет такой юридической процедуры, как развод. Поэтому, как правило, филиппинки воспринимают избранника как партнера на всю жизнь. Например, когда мне было 18, я встречалась с парнем и тогда уже рассматривала его именно в таком ключе. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Но как же можно проявлять неуважение к тому, с кем тебе жить до конца дней? Из этого вытекает особенность филиппинок быть очень верными своим партнерам. И для большинства филиппинок быть уличенной в измене – это как смертный приговор. Мы очень заботливы, и нам нужно, чтобы о нас тоже заботились. Но я уверена, что это можно сказать про большинство девушек по всему миру, а не только про филиппинок. Так же, как уход за собой, например. Я думаю, во всем мире девушки стараются ухаживать за собой. И сюда можно отнести то, что мы, женщины, любим кормить своих мужчин. Это тоже наше проявление любви и заботы. Еще филиппинки считаются хорошими женами, потому что они хорошие мамы. Мы бесконечно любим детей. Дети для нас это как квинтэссенция любви между мужем и женой. Причем не важно, родили мы этих детей или усыновили, мы будем любить их как своих. Может быть, поэтому филиппинок и нанимают во всем мире в качестве нянечек. Они никогда не обидят малыша и будут заботиться о нем как о своем собственном. Дети на Филиппинах считаются благословением. Поэтому плодятся филиппинцы с особым усердием, если вы понимаете, о чем я. Это ведет к тому, что женщины не зацикливаются на одном единственном ребенке, как это часто бывает в странах с низкой рождаемостью.
Таким образом складывается ситуация, когда муж становится единственным и неповторимым, а ребенок нет. Это правильно и хорошо сказывается на отношениях. Филиппинки воспринимают родителей мужа как своих. Дело не в том, кто кого родил и вырастил. Дело в том, что теперь филиппинка и избранник одно целое. То, что дорого ему, дорого и ей. Она благодарна родителям мужа за то, что те вырастили его. И теперь у нее есть возможность его любить. Я была удивлена, когда в комментариях некоторые писали вот такое. Для меня это дико. Хотя, конечно, каждый имеет право на собственное мнение. Филиппинки очень экономные. Иногда мужам приходится заставлять нас тратить на себя деньги. Shut up and take my money. Прошлой осенью муж заставил меня купить вторую зимнюю куртку. Хотя я не хотела, потому что у меня уже была одна. А если мне что-то не очень надо, то зачем покупать? И сколько бы мужчина не зарабатывал, филиппинка вряд ли станет его упрекать и будет благодарна за то, что есть. По крайней мере, если мужчина работает и старается, а не бездельничает. Но, как правило, отношение филиппинки к мужчине реально мотивирует его. И ему хочется стараться для такой женщины. Я, по крайней мере, старался. Единственное, что филиппинки требуют в ответ, это любовь и внимание. Порой это вредит отношениям, потому что каждому человеку нужно личное пространство и время. В своем видео про то, что удивило меня в России, я говорила, что белая кожа считается красивой в Азии. Поэтому белые мужчины для филиппинок красавчики. Даже если по стандартам родной страны они не отличаются красотой, многие азиатские девушки могут совершенно искренне ими восхищаться. Особенно их глазами, волосами и кое-чем еще. А как вы знаете, мужчину можно хлебом не кормить, но восхищаться им надо обязательно, хотя бы 3 раза в день. Но лучше все же еще и кормить. Так что, если вы белый мужчина, ставьте лайк. Да уж, вот такая реклама получилась. Как говорится, судя по комментариям, некоторые думают, что у меня в кармане завалялись несколько хорошеньких филиппинок. К сожалению, у меня больше нету. Все разобрали еще котятами. Но у меня есть идея сделать видео о том, что филиппинкам нравится в мужчинах. Так что, если хотите помочь мне накопить на танк, ставьте лайк, делитесь, подписывайтесь и жмите колокольчик. Саламат по, пока!